Отъехав от Курска на 20 километров, Наташа увидела щенков, беспечно рассевшихся возле дороги. Девушка остановилась и вышла из машины, чтобы покормить бродяжек. Вблизи стало понятно, что на обочине сидели вовсе не щеночки, а 6-месячные подростки с мамой, которая была немногим больше своих детей. Самая крупная из собак едва ли весила больше 5 килограмм. Угощение животные ели так, словно их никогда не кормили досыта. На девушку собаки смотрели почти как на волшебницу. Наташа уже собиралась продолжить путь, когда к дороге начали подходить и другие собаки. Большинство из них было тощими и изнеможенными, одна собака постоянно сбивалась с дороги, как оказалось позже, она была слепа. Другой щенок прыгал на 3 лапках, удерживая больную овесу. Был среди собак и маленький терьер с колтунами на шерсти, и собака, совсем недавно ставшая мамой. Всего к девушке вышло около 10 собак, и ни одна из них не выглядела здоровой и счастливой. Глядя на этих несчастных, Наташа почти плакала. Собаки осторожно подошли к девушке и принялись обнюхивать и облизывать пустые пакеты. В багажнике девушка нашла еще немного еды и покормила остальных, правда, досталось им совсем по чуть-чуть. Пригодилась и найденная в машине мыска и бутылка воды, пить животные хотели немногим меньше, чем есть. Неожиданно возле Наташи появилась женщина, сразу же ставшая нападать и возмущаться. «Не надо здесь псарню устраивать, забирай свою еду и миски и уезжай». Наташа очень удивилась. Собаки были здесь и до ее приезда, и, скорее всего, бросали их на поляне у обочины именно местные жители. Животные жили сами по себе, были не агрессивны и никому не мешали. Наташа смогла дать отпор незнакомке, а для себя решила наведываться на эту полянку почаще, чтобы кормить местных бедолаг. Уже на следующий день девушка привезла с собой достаточно еды и воды на всю хвостатую братью. Недовольная местная жительница появилась и на этот раз, пообещав Наташе, что животных она докормится. В следующий визит Наташа поняла, что услышанное было вовсе не пустой угрозой. Когда она подъехала, поляна была покрыта золой и кое-где трава еще тлела. Ни одного животного вокруг видно не было, а все оставленные девушкой мыски расплавились от огня. Доброжелательница из числа местных жителей опять стояла неподалеку и с злорадством наблюдала за отчаянием в глазах девушки.